Поклонники BTS по всему миру. Момент, когда Тэхён, казалось, не смог сдержать слез, потряс весь фандом BTS, породив вопросы, на которые сложно ответить. Что же на самом деле случилось с Чингуком? И почему с пугающей скоростью распространяются слухи о том, что HYBE, возможно, приняли столь радикальное решение разорвать с ним отношения? Внезапная атмосфера страха, грусти и домыслов достигла беспрецедентного уровня, заставив фанатов по всему миру встревожиться и потребовать ответов. Как золотой Макне BTS, одна из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии, мог внезапно оказаться в центре скандала и неопределенности? Сообщения из Сеула указывают на то, что внезапное возвращение Чингука в Южную Корею из США породило предположение о внезапном сокращении его графика. Ранее певец участвовал в ряде громких мероприятий в США. Однако его решение вернуться домой без предварительного уведомления вызвало всеобщую обеспокоенность. Было ли это решение его собственным выбором? Или же какое-то невидимое давление заставило его отказаться от своих зарубежных обязательств? Тайна вокруг его возвращения усугубилась после того, как эмоциональная реакция Тэхёна стала достоянием общественности, что наводило на мысль, что скрываемое может быть гораздо серьезнее, чем изначально считалось. Вид потрясенного Тэхёна, обычно известного своим спокойствием и харизмой, безусловно, подогрел слухи. Свидетели, близкие к ситуации, рассказывали, как он с трудом сдерживал эмоции, выглядя подавленным, когда разговоры о будущем Чингука стали еще более интенсивными. Для многих слезы Тэхёна были не просто выражением личной обеспокоенности, но знаком чего-то гораздо большего, скрытого кризиса, угрожавшего не только Чингуку, но и стабильности самой группы BTS. Действительно ли HYBE рассматривает такой спорный шаг против одной из своих самых ценных звезд? Или же есть другое объяснение, скрытое под слоями молчания? Годами Чингук считался неудержимой силой BTS, вокалистом с невероятным мировым охватом и личным брендом, который поднял группу на новые высоты. Мысль о том, что он столкнется с неопределенностью внутри компании, казалась невозможной. Однако внезапные перемены последних недель заставили фанатов задуматься об этой возможности. Его внезапное возвращение в Корею не позволяет отрицать нарастающую внутреннюю напряженность. Каждый вопрос без ответа, каждое молчание официальных каналов лишь усиливает подозрение, что положение Чингука не так надежно, как предполагалось ранее. HYBE, известный своей четкой стратегией, хранит подозрительное молчание, избегая любых разъяснений, которые могли бы утихомирить бурю домыслов. Само это молчание – источник еще большей тревоги. Если действительно нечего скрывать, почему не было предпринято никаких попыток успокоить фанатов? Внезапное возвращение Чингука не получило никаких объяснений. Отсутствие прозрачности позволило слухам разрастись. И в этом молчании эмоциональная реакция Тэхёна приобретает дополнительный вес. Реагирует ли он на личную информацию, еще неизвестную общественности? Или его беспокойство просто отражает его тесную связь с Чингуком в момент личного кризиса? Время этого инцидента нельзя игнорировать. BTS сейчас находится на переломном этапе своей истории. Карьеры участников группы процветают, в то время как коллективная идентичность группы находится под пристальным вниманием всего мира. Любая нестабильность, связанная с Чингуком, может иметь далеко идущие последствия не только для динамики группы, но и для будущего развития HYBE. Мысль о том, что компания может отдалиться от своей ярчайшей звезды, кажется надуманной. Но в индустрии развлечений решения часто принимаются под влиянием факторов, скрытых от общественности. Финансовое давление, споры руководства или даже внутренние разногласия могут быть частями более крупной головоломки, которую еще предстоит раскрыть. Интригу усиливают и некоторые инсайдеры индустрии, предполагающие, что внезапное возвращение Чингука может быть сигналом о неразрешенной закулисной напряженности. Ожидается, что его деятельность в США продолжится, а внезапный уход может нанести ущерб профессиональным отношениям и будущим возможностям. Почему такой хорошо спланированный карьерный шаг может быть остановлен, если только что-то срочное не вынудит к переменам? Этот вопрос не дает покоя ARMY, и реакция Тэхёна, похоже, подтверждает, что эти опасения не беспочвенны. Если Чингук действительно сталкивается с профессиональной неопределенностью, последствия для BTS будут колоссальными.
Фанаты по всему миру заполонили онлайн-платформы эмоциональными откликами, требуя ясности и одновременно выражая глубокую обеспокоенность благополучием Чингука. Многие отметили, что такое отсутствие информации необычно, особенно для артиста, чья карьера всегда находилась под пристальным вниманием общественности. Возможно ли, что HYBE намеренно скрывает информацию, чтобы контролировать ситуацию? Или события развиваются так быстро, что сама компания не может отреагировать? Какова бы ни была причина, спекуляции уже вышли из-под контроля, подпитывая теории о том, что Чингук рискует оказаться в стороне, что может навсегда изменить его карьеру. Поэтому слезы Тэхёна стали символичными. Они олицетворяют эмоциональное бремя, которое он несет не только как друг и участник группы, но и для миллионов поклонников, которые видят в Чингуке не просто айдола, а образ стойкости, надежды и вдохновения. Вид плачущего Тэхёна не позволяет фанатам игнорировать серьезность ситуации. Если все хорошо, почему такая реакция? Кажется, его эмоции говорят громче любого официального заявления. И в этой тишине продолжает расти вопрос, действительно ли HYBE предпринимает столь радикальный шаг, способный сломать BTS в корне? Вероятность расторжения контракта Чингука с HYBE остается неподтвержденной. Однако сам факт существования слуха достаточно, чтобы продемонстрировать уровень недоверия и беспокойства, распространяющийся среди фанатов. Даже если реальность окажется менее плачевной, ущерб, вызванный неопределенностью, уже нанесен. Для BTS, группы, основанной на единстве, силе и непоколебимой поддержке ARMY, мысль о нестабильности глубоко болезненна. Фанаты, которые когда-то считали связь между артистом и компанией нерушимой, теперь начинают сомневаться во всем. Что будет дальше, остается неясным. Выступит ли Чингук и положит конец слухам своими словами? Смогут ли HYBE наконец-то продвинуться вперед, проявив открытость? Или молчание продолжит питать сомнения и страх? И, возможно, самое главное, сможет ли доверие между BTS, их компанией и их фанатами пережить эту бурю неопределенности? Эти вопросы висят, словно неразрешенный аккорд, требуя разрешения, но пока мир может лишь ждать в напряжении. Все взгляды прикованы к Чингуку и Тэхёну, золотому Макне, столкнувшемуся с вопросами о своем будущем, и лучшему другу, чьи слезы, возможно, выдали правду, которую пока невозможно подтвердить словами. Мир ждет, напряженный и неопределенный, пока возможность самого шокирующего решения HYBE висит в воздухе. По мере того, как нарастает волна домыслов, важно сделать шаг назад и изучить факты, а не полностью поддаваться слухам. Мысль о том, что HYBE, компания, чей глобальный успех неразрывно связан с BTS, внезапно разорвет отношения с Чингуком, не только маловероятна, но и не подкреплена проверяемыми доказательствами. Хотя эмоциональная реакция Тэхёна и тревожные визуальные образы впечатляют, нет никаких конкретных подтверждений того, что будущее Чингука в компании действительно под угрозой. Идея о расторжении контракта быстро распространяется, но ее фундамент шаткий, построенный в основном на слухах, предположениях и молчании официальных лиц, а не на суровой реальности. Индустрия развлечений процветает на домыслах, и BTS, как одна из самых пристально наблюдаемых групп в мире, часто оказываются в центре подобных бурь. Однако история показывает, что не каждый драматичный слух длится долго. Много раз ранее возникали опасения по поводу распуска, ухода или скрытых споров, которые развеивались, когда группа возвращалась сильнее. Текущая ситуация с внезапным возвращением Чингука в Корею вписывается в схему спекуляций, усиленных неопределенностью. Хотя сроки кажутся подозрительными, отсутствие ясности не оправдывает автоматически наихудший сценарий. Решение Чингука вернуться в Корею может быть основано на личных причинах, профессиональной стратегии или даже на проблемах со здоровьем. Все это не имеет никакого отношения к конфликту с HYBE. Вывод о том, что это означает расторжение контракта, игнорирует множество столь же правдоподобных альтернативных объяснений. Более того, нет никаких видимых признаков того, что HYBE дистанцируется от Чингука. Напротив, его положение как солиста и участника BTS остается жизненно важным активом для компании, что делает идею его увольнения не только нелогичной, но и пагубной с точки зрения бизнеса.
Эмоциональная реакция Тэхёна, хоть и сильная, не может считаться окончательным доказательством решения компании. Его слезы, вероятно, отражают глубокую личную связь с Чингуком, выстроенную за годы совместного опыта и борьбы. Публичная интерпретация его боли усиливает страх, но принятие грубых эмоций за подтверждение слухов рискует исказить реальность. Самая большая ошибка – приравнивать опасения к фактам, что часто приводит фанатов и СМИ к ошибочным выводам. Молчание HYBE, хоть и разочаровывает, не является доказательством правонарушения. Крупные организации часто откладывают официальное сообщение до тех пор, пока не смогут предоставить четкое и точное заявление, согласующееся с более широкой стратегией. Отсутствие немедленных заверений действительно подпитывает спекуляции, но не должно восприниматься как косвенное доказательство принятия крайних мер. Молчание в данном случае лишь открывает путь для интерпретаций, но не для вынесения вердикта. На самом деле, отношения между Чингуком и HYBE остаются отношениями взаимной зависимости и общего успеха. Глобальный охват компании во многом обусловлен беспрецедентным влиянием Чингука, и его карьерный путь до сих пор соответствовал росту HYBE. Разрыв таких связей поставил бы под угрозу их творческое и коммерческое будущее, что противоречит давнему подходу компании к максимизации долгосрочного потенциала. Таким образом, история о расторжении контракта кажется не столько неизбежной правдой, сколько преувеличенным слухом, питаемым страхом, а не фактами. Для фанатов урок очевиден. Домыслы создают временное чувство вовлеченности, но также рискуют подорвать доверие и стабильность, если их воспринимать бездумно. Хотя естественно испытывать тревогу в условиях неопределенности, не менее важно распознавать, когда эмоции приводят к выводам, не подтвержденным фактами. Образ слез Тэхёна, хоть и трогательный, должен вызывать сочувствие, а не панику, напоминая публике о человеческих связях внутри BTS, а не служа доказательством неподтвержденных корпоративных действий.